Официальные источники Корпуса стражей Исламской революции Ирана КСИР сделали официальное заявление. Вот что говорят представители КСИР. Россия. Не забывайте послание аятоллы Хаминеи о Зангезурском коридоре. Корпус стражей Исламской революции готов. В последние недели снова разгорелись споры вокруг создания Зангезурского коридора, который Турция и Азербайджан хотят проложить через Южную Армению для соединения Нахидживана с основной территорией Азербайджана. Этот проект вызывает особое беспокойство Ирана, поскольку угрожает его единственному наземному пути в Европу через Армению. Аятолла Хаминеи четко выразил свою позицию по этому вопросу в 2021 году, заявив, что Иран не допустит изменения границ в регионе, что угрожает его геополитическим интересам и стабильности Кавказа. Его слова прозвучали как предупреждение Турции, Азербайджану и их союзнику в лице России, что любое нарушение баланса в регионе может привести к серьезным последствиям. КСИР, как одна из ключевых сил Ирана, с того времени усилил свое присутствие на северо-западных границах, проводя военные учения и демонстрируя готовность к защите национальных интересов страны. Для Ирана этот проект является не просто политической проблемой, а угрозой его национальной безопасности и территориальной целостности. Кроме того, Иран обеспокоен недавними высказываниями некоторых российских официальных лиц, поддерживающих идею создания Зангезурского коридора. Несмотря на стратегическое партнерство с Россией, Тегеран неоднократно подчеркивал, что сохранение территориальной целостности и границ Ирана остается приоритетом. Россия должна ясно понимать, что недавняя поддержка создания Зангезурского коридора противоречит ее заявлениям о дружбе и стратегическом партнерстве с Ираном. В условиях, когда война с Украиной продолжает поглощать значительные ресурсы Москвы, Иран напомнил России, что их двусторонние отношения не должны быть основаны на односторонних интересах. Исламская республика Иран подчеркивает и ясно заявляет, что геополитическая стабильность на границах является как фактором мира в регионе, так и гарантом национальных интересов. Тегеран рассматривает эти принципы не просто как дипломатические любезности, а как центральную ось отношений со всеми странами. Осознавая мотивы участников игры вокруг Зангезура, Иран не отступит от своих принципов. В заключение, КСИР и аятолла Хаминеи твердо придерживаются своих позиций. И любое вмешательство в регион, будь то со стороны Турции, Азербайджана или России, встретит решительное сопротивление Ирана на дипломатическом и военном уровнях. Это было заявление официального КСИР, который подчиняется верховному лидеру Ирана Али Хаминеи, и без его ведома такие заявления делать не могут. Как подчеркнул верховный лидер, границы никогда не должны меняться. Об этом заявил Хасан Кашкави. Член комиссии по национальной безопасности и внешней политике Хасан Кашкави обвинил Россию в желании перерезать границы Ирана с Арменией. Он напомнил заявление верховного лидера Ирана о том, что границы в регионе не должны быть изменены. Соответственно, ни малейшей агрессии против исторических и более чем тысячелетних границ региона быть не должно. Стабильность и дружба в регионе требуют стабильности на границах и отсутствия каких-либо изменений, сказал Кашкави. Он подчеркнул, что прямая пограничная связь между Ираном и Арменией насчитывает несколько тысяч лет, и все страны, в том числе правительство России, должны уважать ее. В то время, когда я был представителем Министерства иностранных дел, были ситуации, которые требовали, чтобы общественное мнение или часть элиты заняли позицию против определенных стран. Но поскольку мы всегда уважали принципы территориальной целостности, уважения границ, мы всегда занимали позицию в пользу стабильности и уважения территориальной целостности. Исходя из этого, для нас очень удивительна позиция такой страны, как Россия, в отношении 3 иранских островов или Зангезурского коридора. В любом случае мы надеемся, что Россия, Азербайджан, Турция, Армения и все страны попытаются предпринять эффективные шаги в рамках уважения территориальной целостности, независимости и признания международных границ, отметил Кашкави. Неприкрытая поддержка проекта Зангезурского коридора со стороны России становится неким тревожным звонком для Ирана. Россия проводит политику, которая противоречит иранским интересам в самом Южном Кавказе и в каком-то смысле в регионе Центральной Азии. Все это происходит в ситуации, когда Тегеран готовится подписать с Москвой документ о стратегическом партнерстве и всеобъемлющем сотрудничестве,
текст которого практически готов к подписанию. Если бы у Ирана была более нейтральная внешняя политика, он мог бы использовать угрозу сближения с антироссийскими державами в качестве рычага давления. Но Иран не способен это осуществить, особенно в свете обострения противостояния с Израилем и, соответственно, холодной войны с Западом. Тем не менее, Иран может ясно дать понять, что пересмотрит свою позицию по войне в Украине, если Россия не изменит свою позицию в этом вопросе. Иран, понимая ситуацию, уже начал дистанцироваться от России. Между нами говоря, Путин нагло обманул персов, что для меня не стало неожиданностью, поскольку я знаю сущность Кремля. Они только и могут красиво говорить, а затем жестко обманывать, как будто ничего и не было. В Иране считают, что сегодняшняя ситуация – это последствия невмешательства в действия Азербайджана в Нагорном Карабахе в 2020-2023 годах, в результате чего произошли геополитические изменения в регионе. Несмотря на готовность Ирана каким-либо образом вмешиваться практически в каждый конфликт в регионе, неважно какой ценой, Иран предпочел не вмешиваться в этом случае, который имел столь сложные последствия для его национальных интересов. Не думается, что Иран способен полностью изменить существующий политический вектор и делать Россию региональным противником. В то же время Иран должен четко дать понять, что не является государством, следующим во внешнеполитическом фарватере России и не находится в альянсе с Кремлем, и что Иран в любой момент готов изменить баланс отношений с другими государствами, если возникнет такая необходимость. Даже в нынешней ситуации у Тегерана имеются широкие инструменты воздействия в регионе. И не только в риторике. Отметим, что иранская риторика вокруг Зангезурского коридора вновь акцентирует внимание на России и Азербайджане, как главных акторах, угрожающих стабильности границ в регионе. В заявлении заместителя председателя парламента Ирана Али Нигзада отмечается, что стратегическая политика Ирана в отношении границ и соседей остается неизменной, а любые попытки изменения границ не будут приняты. Важно, что Иран открыто предупреждает Россию и Азербайджан о необходимости уважения существующих границ, в то время как Запад, по сути, остается вне критики со стороны Тегерана. Этот факт наводит на мысль, что Россия играет ключевую роль в реализации проекта Зангезурского коридора. Несмотря на то, что западные страны также заинтересованы в регионе, Тегеран упорно акцентирует свою критику исключительно на России и ее союзниках. Такое одностороннее внимание свидетельствует о том, что именно Москва является дирижером этого геополитического проекта, стремясь укрепить свое влияние на Южном Кавказе и создать новые транспортные и энергетические коридоры, проходящие через Армению и Азербайджан. Пишите ваше мнение в комментариях, будет интересно почитать. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.